Приветствую, друзья! С линии фронта сегодня приходит следующая информация. Русская армия продолжает наступательные действия, и на картах можно заметить продвижение за последние сутки. Ну и особенно это касается, конечно же, Катериновки, потому что там много натовских наемников попало в котел, и, собственно, даже режимники Зеленского уже вынуждены признавать, что да, действительно, у них там серьезные проблемы, и выйти им уже просто не получится, поэтому они уже договариваются за массовую сдачу в плен. При этом на других направлениях также есть атакующие действия русской армии с реальными результатами. И, конечно, эти результаты тактические будут постепенно развивать, чтобы они уже в целом перешли в стратегические. Потому что, когда очень много направлений атаки, то, конечно же, натовская ЧВК ВСУ просто не может их сдержать и начинает проваливаться. Ну и, кстати, также режимники Зеленского вынуждены признавать, что успехи русской армии действительно есть, и они есть каждый день, а это означает, что это уже тенденция и, собственно, тактика, когда русская армия продвигается, проходит процедура закрепления и тогда идет дальше, очевидно, сейчас дает плоды, потому что контратаки натовской ЧВК ВСУ в 99,9% случаев просто накрываются медным тазом. Сейчас за счет дронов камикадзе и различных разведывательных дронов поле боя стало настолько прозрачным, что, конечно же, передвижение по нему стало очень и очень проблематичным с обеих сторон. И, конечно, в принципе, если продвижение идет, это уже серьезная операция, это уже наступательная операция, которая требует концентрации ресурсов и, естественно, очень много профессионализма. И поэтому сейчас именно в этом направлении русская армия развивается. Ну и, конечно же, ВКС РФ не забывают регулярно сбрасывать на позиции натовских наемников по скоплениям авиабомбы с модулем коррекции планирования. И на кадрах можно заметить, как прилетают 4 из них. Также бойцы русской армии охотятся за различным спецназом Главного управления разведки Зеленского. И, собственно, эти персонажи регулярно попадают в поле зрения разведывательного контура русской армии. И им за это же очень жестко прилетает, естественно, с 200-ми и 300-ми сразу. Ну и, естественно, на этом далеко не все. Также регулярно бьют по различным натовским операторам FPV-дронов, потому что это приоритетная цель, и как только их выявляют, то, конечно же, летит туда максимально все, что можно, и на кадрах можно заметить, как это происходит. Ну и, естественно, также параллельно идет охота на системы ПВО, и очередная пусковая установка комплекса С-300 также была уничтожена, и на кадрах можно заметить, что разведывательный контур выявил, где это все находится, ну а потом туда, собственно, прилетело то, что надо, и, собственно, естественно, цель уничтожена. Ну а для понимания, какая сейчас обстановка на поле боя, обратите внимание на данное видео. Здесь группа передовая наших русских бойцов уничтожает натовские дроны, которые осуществляют налет. И обратите внимание, какое количество этих всех дронов. Это фактически одна ночь, и так волнами получается по несколько беспилотников натовская ЧВК ВСУ пробовала атаковать наши позиции. И с учетом того, что у русских бойцов наших были АК-12 с тепловизионными прицелами, то очевидно, все-таки очень эффективно они натренировались их уже сбивать. И тут и Баба-Яга, и много других модификаций дронов. И, конечно, именно такая тактика сейчас ВСУ применяется по линии фронта. И, конечно, она на самом-то деле очень и очень опасная, потому что эти дроны фактически работают каруселью. При этом инженеры натовской ЧВК ВСУ сейчас, конечно, на поле боя также активно тестируют наземные платформы, которые фактически становятся такими дроновозами. И сейчас, с учетом линии фронта, конечно же, такой дроновоз может подъехать на очень близкую дистанцию к линии фронта, и, собственно, операторы при этом не страдают. И, конечно же, этот дроновоз используется как ретранслятор и таким образом усиливает дальность конкретно натовских дронов. И таким образом могут они достигать очень серьезных результатов. И это, конечно же, ситуация требует того, чтобы и наши инженеры также в этом направлении не отставали. Конечно, сейчас уже презентовали наши инженеры ВПК такой же дроновоз, только уже с дронами на оптоволокне. Но сейчас объективно фронт требует подобного рода платформ в очень большом количестве. И важно, кто первый поставит это все дело в серийное производство.
При этом для понимания сущности натовских спецслужб обратите внимание, что тех пенсионеров в России, в Москве в том числе, которых мошенники обманули на деньги, этих пенсионеров фактически заставляли брать различные там предметы, и таким образом, конечно, эти предметы были начиненные взрывчаткой, и таким образом вот пытались этими пенсионерами эти все предметы вот распихать по различным точкам, по различным автомобилям в Москве. И это, конечно, говорит о том, что все-таки уровень терроризма в конкретных головах режимников Зеленского там просто зашкаливает. Это самые настоящие маньяки в прямом смысле этого слова. И очевидно, что украинский филиал ЦРУ и МИ-6, конечно же, сейчас работает именно по террористической тактике. И, конечно же, вот нужно отдать должное правоохранительным органам нашим, потому что они смогли вскрыть этот вот теракт на стадии подготовки и вот обезвредить все устройства, которые планировали вот натовские спецслужбы взорвать в разных точках Москвы. При этом по всей линии фронта продолжают работать дроны камикадзе «Герань» по военным объектам натовской ЧВК ВСУ. При этом также вот даже вчера авиабомба с модулем коррекции планирования прилетела по логистическому узлу, конкретно в городе Запорожье, железнодорожному, и там, знаете, существенные разрушения. Это, кстати, даже попало на видео. Ну а натовская ЧВК ВСУ за последние сутки также пыталась наносить удары дронами камикадзе, и десятки этих дронов было уничтожено средствами РЭП и средствами ПВО нашими, но один дрон все-таки смог долететь до города Арзамас, который сейчас называется Саров, и очевидно, вот уже последствия видны прилета этого дрона камикадзе, и да, они незначительные, слава богу, потому что выбило условно там 10 стекол и чуть повредило обшивку здания. Но тем не менее, все-таки это говорит о том, что натовская спутниковая разведка очень активно работает в направлении выявления слабых вот мест или брешей в российской ПВО. И для понимания, обратите внимание, вот за месяц сколько вот конкретно даже вот вылетов натовская разведывательная авиация различная совершила только в районе вот Черного моря или с тех районов, где можно просматривать территорию Российской Федерации. И, конечно же, по таким вот маршрутам натовской разведывательной авиации можно понять, что эта работа фактически у блока НАТО ведется круглосуточно. При этом продолжаются поставки оружия с территории Евросоюза, натовской ЧВК ВСУ, и немецкая корпорация Rheinmetall в этом направлении, как мы знаем, бьет все рекорды. И сейчас, несмотря на вот ситуацию на фронте, очевидно, у этой корпорации проблемы, потому что на фоне мирных переговоров и непонятного будущего по конфликту сейчас просто акции этой вот оборонной, вернее, военной корпорации сейчас вот немецкой падают. И это, конечно, обусловлено сразу многими параметрами, в первую очередь слабостью Евросоюза, но и также вот низким качеством и очень высокой ценой немецкого оружия, потому что фактически, если за него платят американцы, то это еще, знаете, вот полбеды, и акции росли. А когда все-таки страны Евросоюза заставили платить за оружие, которое произведено на территории и Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, это уже проблема. Особенно с учетом того, как Урсула фон дер Ляйен взяла на себя обязательство покупать в первую очередь американское оружие, а не немецкое. Да и с контрактами на создание системы ПВО Евросоюза у Rheinmetall все плохо, потому что вот эти вот пушки, которые вот в количестве 600 штук планировали закупить на бюджетные деньги на Евросоюз, то даже с этим контрактом все плохо, потому что, например, Герани стали летать очень высоко, и эти пушки банально во многих случаях просто не достают даже до дронов камикадзе Герань, не говоря уже за остальные. Ну, а как мы знаем, эти все системы ПВО крайне дорогие, ну и, собственно, даже вот снаряды с программируемым взрывателем — это также очень дорогая история. Ну а посол США в НАТО уже вовсю начинает рассказывать, что сейчас контактные группы со стороны США и России вовсю обсуждают, какие земли куда пойдут, и это фактически вот просто обозначает, что на международном уровне западные страны уже, знаете, не хотят играть в прокси-войну, уже все понимают, что конкретно же главенствующая страна в этом конфликте — это Соединенные Штаты Америки, и если с ней договаривается российская сторона, то, естественно, все остальные страны, там Британия, Франция, Германия, Польша и так далее, они просто вынуждены будут принять под козырек, и особо вот возражать никто не будет.
будет в том числе и, конечно же, недофюрер, потому что его в этом раскладе никто не спрашивает. И про его утверждение, которое раньше он кукарекал на каждом телеканале, о том, что ни слова про Украину без Украины, сейчас за это просто уже даже никто не вспоминает. Вице-президент США Венс также обозначил, что теперь Евросоюз должен будет покупать все оружие в США, которое будет поставляться натовской ЧВК ВСУ. А как мы знаем, американское оружие имеет свойство все-таки иметь такую максимально жесткую цену, что если даже сравнить с российским, то цена сразу, знаете, можно сказать, умножить на 10. И только в этом случае американское оружие будет поставляться. А это также определенная проблема для стран Евросоюза. Ну и Венс, конечно же, проговорился, что, конечно, Соединенным Штатам выгодно просто остановить конфликт по линии фронта и таким образом просто дипломатическим путем остановить русскую армию. Конечно же, для нашей страны это категорически невыгодно, и такой сценарий просто исключен, потому что официальные лица в Кремле его многократно исключили. По различным данным, Евросоюз, мягко говоря, не тянет боевые действия против русской армии, и, конечно же, снабжение натовской ЧВК ВСУ странам Евросоюза – это непосильная задача, и также об этом много кто признается. Ну, а Верховная Рада параллельно с этим уже пытается принять закон о том, чтобы давали 8 и 10 лет тюрьмы за, если, не дай бог, нетрадиционные ценности в недорейхе будет кто-то обижать публично. И такие уровни задач сейчас решает Верховная Рада, которая по факту сейчас уже настолько маргинализировалась, что серьезно эту структуру воспринимать просто невозможно. Ну а пока на российском телевидении обозначают, что в Аляске может быть подписан определенный план поэтапное урегулирование конфликта с Соединенными Штатами, Роберт Фицо очень четко подметил, что недорейху Зеленского в любом случае придется очень плохо, и там будут потери территории, потому что, как выразился Фицо, когда все-таки два слона между собой дерутся, то по факту трава, на которой они дерутся, в любом случае будет сильно помятой. Ну и в этом плане, конечно же, такие аллегории уже вызвали истерику в МИДе Зеленского, и по этому поводу уже было много гневных заявлений, что, мол, да как посмел Фицо такими аллегориями обозначать натовский недорейх. Ну а в другой точке мира, возле Филиппин, военно-патрульный корабль китайский, который, собственно, выяснял отношения с пограничниками филиппинскими в море, он, собственно, случайно подъехал под курс конкретного китайского ракетного, собственно, крейсера, можно сказать, и таким образом, получается, китайский корабль получил повреждения от китайского военного корабля уже с ракетным вооружением, и, собственно, фактически нос китайскому кораблю снесли, и на кадрах можно заметить, что случилось с кораблем китайской береговой охраны. Ну а с Ирана, как я и говорил, уже продолжают поступать заявления, которые четко свидетельствуют о том, что никакого мира в районе Зангезурского коридора явно не будет, потому что уже иранский лидер Аятолла Хайменеи обозначил позицию Ирана, что все-таки если попытаются отрезать все-таки Иран от Армении, то это, знаете, очень будет печальная история, и поэтому, конечно же, сейчас там уже будет тлеть новый конфликт, который может очень быстро разгореться в очень серьезную войну в том регионе. Ну а в секторе Газа на этом фоне продолжается бойня, режим Нетаньяху продолжает заниматься геноцидом палестинцев, и помимо того, что там организовывают голод, и, собственно, сейчас гуманитарные бомбардировки различными там посылками с едой, которые покрывают только 7%, собственно, потребления сектора Газа, и там по этому поводу очень много народа уже погибло, то фактически израильская авиация сегодня отбомбилась по съемочной группе телеканала Аль-Джазира, и вся съемочная группа теперь погибла, и это, собственно, теперь восприниматься должно в западной прессе, конечно же, как нечто такое ужасное, но по факту, с учетом того, что нельзя критиковать режим Нетаньяху западным СМИ, по факту за это просто особо никто не будет даже заикаться. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на него по традиции в описании под этим видео. До скорого!